Всем привет! Сегодня будем вязать с вами мы кролика, зайчика, держателя для занавесок в детской комнатке с такими вот ручонками, которую можно вот так вот обвязать, подобрать занавесочку и обвязать. Будет симпатично. Я думаю, вы видели такие вот, да, игрушки-держатели для занавесок. Вот. Так вот, будем вязать с вами сейчас зайчика такого. Для этого мне понадобится пряжа, в которой я вяжу игрушки, 50 грамм, в котором у меня 55% хлопка и 45 полиакрила. 50 грамм на 160 метров. Такая вот толщина. Это у меня будет розовый цвет. Голова и тело, ручки, вернее, ножки. А тело я свяжу таким вот цветом. Делаю два. Один я связала, делаю второй такой же, так как занавесочки с двух сторон. Ну, желательно, чтобы были одинаковые игрушечки. Вот. Буду вязать вот такой вот цвет. Он у меня салатный, наверное. Вот. Что еще понадобится? Это мне глазки на безопасном креплении. Вот размер глазок. А сейчас я возьму, скажу. Что-то я не померила их, сейчас скажу. У меня, значит, 7 миллиметров. Размер глазок 7 миллиметров. Вот, ну, понадобится еще также ниточка тоненькая. Вот, чтобы носик сшить. Вот этот вот. И также такой же толщины я взяла черную ниточку, чтобы сделать бровки. Вот, в принципе, все, что нам надо. Также понадобится нам еще и маркер, ну, если надо вам не терять ряды. Вот. Итак, мы будем начинать вязать зайчика. Забыла сказать, также мне понадобится крючок номер 2,5. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Так. Затягиваем колечко. Следующий ряд, второй, мы вяжем 6 прибавок. У нас получается в ряду 12 столбиков. Каждую петелечку провязываем прибавки. Второй ряд 12 столбиков. Третий ряд делаем прибавки. Я возьму маркер из ниточки, потому что мне так удобнее будет. Вот, я показывала маркер такой, да, пластмассовый, но мне удобно ниточку. Взять ниточку. Так, сейчас я обрежу. Вот. Из ниточки делаем вот так вот. Прикладываю, у меня такой маркер. Следующий ряд у нас третий. Вяжем мы столбик и прибавка. Прибавки делаем через раз. Столбик без накида и прибавка. И так повторяем 6 раз
у нас в кругу получается 18 столбиков. Следующий ряд у нас 2 столбика и прибавка. Вот, но мы будем провязывать его немножко по-другому, не так, как мы стандартно вяжем, да, столбик, 2 столбика и прибавка, и так. Мы немножечко будем раскидывать, чтобы у нас кружочек получился таким вот более круглым, вот, и не сильно выделялись места прибавок. Поэтому мы вяжем сначала, мы провязываем столбик, делаем прибавку, и провязываем второй столбик. Это у нас получается 2 столбика и прибавка. То есть мы 2 столбика разместили по краям, а прибавку посередине. Следующая прибавка у нас будет опять же столбик, прибавка и столбик. Это у нас вторая прибавка. Это была вторая прибавка. Третья прибавка также столбик, прибавка и еще столбик. Вот так вот мы разместили 2 столбика и прибавку. Так провязываем до конца ряда. Провязали мы 4-й ряд. Так у нас вот получилось в кругу 2 столбика и прибавка. Только провязывали мы немножечко, начинали, вернее, провязывать немножко по-другому. Следующий ряд, 5-й, у нас 3 столбика прибавка. Вяжем мы таким образом. Делаем прибавку в начале и вяжем 3 столбика. Так как у нас нечетное число, мы тут ничего не раскидываем. И вяжем опять прибавка и 3 столбика. И так далее до конца ряда. 6-й ряд. Делаем 4 прибавки. Также мы раскидаем столбики. Провяжем сначала 2 столбика, сделаем прибавку и провяжем остальные 2 столбика. Вот у нас получилась первая прибавка, где 4 столбика и прибавка, которые мы столбики по краям 2 раскидали, по 2 столбика вернее. И опять 2 столбика и прибавка, и опять 2 столбика. И так до конца ряда. И у нас получается, что наши прибавочки просто смещаются. Они не друг на другом идут, а немножечко через столбик. Следующий ряд прибавка у нас через столбик получается. Как бы не над прибавкой. Так, дальше. 7-й ряд. 5 столбиков и прибавка. Мы вяжем теперь 5 столбиков и прибавка. Так как это нечетное число, мы их не раскидываем, эти столбики одинарные. 3, 4, 5 и прибавка. Так, вяжем до конца ряда 5 столбиков и прибавка. 8-й ряд. В 8-м ряду у нас 6 столбиков и прибавка, но мы их немножечко по-другому раскидаем, хоть это и парное число 6, но мы раскидаем немножко по-другому. Итак, мы провяжем сначала столбик без накида, затем делаем прибавку и вяжем 5 столбиков. 5. Вот так вот мы раскидали 6 столбиков и прибавка.
Дальше мы вяжем опять столбик, прибавка, потом 5 столбиков. Так, прибавка сделала. 5. Раз, 2, 3, 4, 5. И так вяжем по кругу до конца ряда. Столбик, прибавка и 5 столбиков. 9 ряд. У нас 7 столбиков прибавка. Раскидываем 7 столбиков. Провязываем 4 столбика. 2, 3, 4. Делаем прибавку. И провязываем 3 столбика. 3. И так вяжем по кругу до конца ряда. У нас 7 столбиков и прибавка в ряду. Начинаем прибавку, значит, провязываем. 1, 2, 3, 4. Прибавка. И 1, 2, 3. То есть у нас получается, даже если вы так просмотрите, раскидывая, да, прибавки, то между прибавками у нас 7 столбиков. Вот прибавка и вот прибавка. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. То есть мы закончили, сделали 4 столбика, прибавка и 3 столбика. И начали с 4 столбиков и прибавка. И получается, что у нас 4 и 3 это 7. Ну, то есть мы раскидали немножечко по-другому, а так оно у нас, как и должно быть, между прибавками столбики столько, сколько нам надо в каждом ряду. Вот вяжем так до конца ряда. Это как бы не принципиально вязать именно с таким разбросом. Вы можете обычными прибавками провязать этот круг. Поэтому, если вам сложно это считать и вам не хочется как бы напрягаться, вы можете просто вязать круг с прибавками, как обычно. Так, следующий ряд у нас 10. Вяжем 8 столбиков и прибавка. Здесь уже просто провязываем 8 столбиков и прибавка. 2, 4, 8 и прибавка. Так вяжем до конца ряда. Так, закончили мы с прибавками, провязали мы 8 столбиков и прибавку. Это был у нас 10 ряд. Теперь с 11 по 20 ряд мы вяжем без изменений. В ряду у нас 60 столбиков. С 11 по 20 самостоятельно вяжем без изменений. Провязали 10 рядов без изменений с 11 по 20. Вот на этом этапе можно уже и приделывать глазки. Вот. Потом у нас будут убавки, будет просто неудобно. Поэтому мы делаем, находим место, где у нас будут глазки. То есть вот это место, где у нас идут ряды, да, начинаются ряды. Визуально это у нас будет задняя часть. Вот, так как когда будет у нас меняться цвет нитки, и вот этот переход будет виден, пусть он будет сзади. Поэтому мы глазки будем прикреплять где-то здесь. Значит, у нас глазки встанут между 13 и 14 рядом. Вот, а между глазками у нас будет 12 столбиков, то есть так вот пошире сделаем глазки. Так, отсчитываем 13 рядов сверху. Примерно расположение у нас будет где-то так,
примерно вот первый глазик будет здесь. И считаем, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот 13 и 14 ряд. Между ними мы будем вставлять. Для того, чтобы мне вставить, мне надо немножечко раздвинуть рядочек, потому что толстая ножка. Такой палочкой немножечко раздвигаю. Между рядами мне надо 12 столбиков отсчитать. Вот. Но я отсчитаю после того, как вставлю глазик. То есть после глазика. Потому что глазки могут быть разные. Вот. И лучше отсчитывать после того, как вставите глазик. Если он большой, то если вы отсчитаете до того, как вставите, размер между глазками, расстояние уменьшится. Но если это вас не беспокоит, то можете заранее отсчитать и второй глазик наметить. Вот, а я делаю так, чтобы у меня пошире немножко было у них расстояние. Поэтому вставила глазик. Вот. Теперь отсчитываю вот от глазика 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот. И здесь сдвигаем и вставляем. Так вот. Все, мы вставили глазки. Вяжем дальше. 21 ряд. Делаем убавки. Нам надо сделать 8 убавок, поэтому, так как я вязала до этого по-разному, немножко распределяла столбики одинарные, я продолжаю вязать так же. Вы же можете вязать обычно, как вяжем мы круги, 8 столбиков и убавка. Вот. Я вяжу, значит, так, 4 столбика. Делаю убавку за переднюю полупетельку. Убавка. И опять 4 столбика. 1, 2, 4. Провязали. Дальше следующая убавка. 1, 2, 3, 4. Берусь за полупетли. 1, 2. Делаю убавку. И опять 4 столбика провязываем. 2, 3, 4. И так по кругу 8 столбиков и убавка. Провязываем до конца ряда. Вот этот хвостик, который у нас тут в начале, да? В начале ряда был. Я его не провязываю, когда вяжу, а завязываю вот так вот. Нахожу петелечку любую рядышком и делаю вот так вот 2 стяжечки и завязываю в узелочек, потому что расходятся, бывают эти кружочек, этот первый ряд. Вот, поэтому я его так завязываю. Так, следующий ряд. 22. 7 столбиков и убавка. Вот, вяжем 7 столбиков и убавка. Здесь ничего нового. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и убавка за передние полупетли.
Так, вяжем 2, 3, 7 по кругу до конца ряда. Так вот делаем убавки. Так, 42 ряд. 6 столбиков и убавка. Так, я столбики одинарные эти разбрасываю, значит, так, делаю 1 столбик, убавка, и 5 столбиков. Делаем опять 1 столбик. То есть это вот будет 6 между убавками. 1 столбик, убавка, 5 столбиков. Так до конца ряда. Итак, я тогда оговорилась, сказала 42 ряд, это у меня будет 23 ряд. Теперь 24 ряд. В 24 ряду у меня 5 столбиков и убавка. Вяжем 5 столбиков и убавка. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Так, по кругу до конца ряда. 25 ряд. Я не говорю, конечно, сколько остается в ряду. Забываю. В общем, в 24 ряду у нас 36 столбиков. 25 ряд. 4 столбика и убавка. Четыре столбика и убавка я распределяю так. Делаю 2 столбика. Убавка. И еще 2 столбика. Опять 2 столбика. Убавка. И опять 2 столбика. 4 столбика. В итоге у нас получается и убавка. Итак, вяжем до конца ряда. Так, на этом этапе можно заполнить наполнителем. У меня вот такой вот холофайбер. Так, наполняем плотненько. Распределяем аккуратненько везде, чтобы он равномерно везде лежал. Так вот, наполняем. Продолжаем делать убавки. В 26 ряду делаем 3 столбика и убавка. В ряду остается 24 столбика. Так. Вяжем 3 столбика. И убавка. 3 столбика и убавка.
Вяжем так до конца ряда. Так, 3 столбика и убавка. Мы провязали. В ряду у нас осталось 24 столбика. Это у нас был последний ряд. Вынимаем маркер. Нам надо оставить длинненькую, хвостик длинный, чтобы мы могли это все сшить. Вот. И закончу я так. Я провяжу один ряд просто, вернее, один столбик. Другой столбик сделаю соединительным. И так закончу ряд, чтобы сгладить немножечко край. Вот, отрезаем. Так вот, достаточно длинный хвостик для сшивания. Теперь мы сделаем утяжку. Пока мы не сшили, нам надо сделать утяжку, чтобы ниточки вышли отсюда, ну, снизу. Утяжки для того, чтобы глазки наши стали немножечко внутрь и больше были похожи на глазки у зайчика. Что нам для этого надо? Нам нужна ниточка. Мы либо берем обычную нитку, которую шьют, да, под цвет, либо берем просто вот этой же ниткой, чтобы не было видно, сделаем утяжечку. Так, берем иголочку. Одеваем ушко. Так. Теперь, что мы делаем? Значит, сейчас расскажу. Значит, нам надо, чтобы глазки стянулись. Ну, сейчас покажу. Вот именно вот так. Буквально вот немножечко, да? Поэтому мы вводим снизу, отсюда. Выходим ближе к ножке. Ближе к ножке. Это, конечно, немножко сложно, но надо постараться. Вот. Вышли. Теперь в ряд ниже вводим обратно. И захватывая холофайбер, вот, захватываем иголочкой холофайбер, вот так вот, побольше, да, чтобы он нам помог и выпирать немножечко носик. Мы вводим иголочку в следующий глазик. Вот так. Ввели и спустились. Так, я ввела немножечко высоковато. Ниже спуститься надо. Наверное, так вот где-то. Вот, ввели и на ряд ниже. И выходим вот сюда. И стягиваем наши глазки. Вот, видите, да? Стянулись они немножко. Вот, мы их стянули и, зафиксировав, здесь мы их и свяжем. Этих два кончика. Свяжем так вот плотненько, немножечко туда прижал, он немножко расправится потом. Делаем узелок. Можно еще разочек, чтобы он не распустился. Вот так. Поправляем глазики наши. Холофайбер мы еще потом добавим. Прячем кончики туда. Вот. Так, пришиваем носик.
Берем ниточку. Я отрезала примерно где-то метра, наверное, где-то метр. Намечаем иголочками серединку, такой вот треугольник. Вот. На глаз намечайте. У меня где-то здесь получилось 1, 2, 3 от глазика. Но если вот так вот брать край глазика, то у меня 1, 2 столбика. Вот так вот от края глазика. Вот 2 столбика сюда. Между ними, между намеченными у меня 1, 2, 3, 4. И вниз. 1, 2, 3, 4 ряда вниз. И серединку находим. Вот. И в этот треугольник мы сейчас будем шить носик. Сделаем сначала окантовочку, чтобы убрать иголочки. Выводим там, где нам наши иголочки. Так вот. И вот так. Наметили мы треугольничек. Вот так вот. И теперь мы будем его сверху вниз, вот так вот к серединке, к низу, будем прошивать. Если у вас толще ниточка, то вы быстро прошьете. Но я думаю, что с такой ниткой тоже мы справимся быстро. Так вот, шьем. Чтобы у нас не было просвета, плотненько ложилась ниточка. Вот так вот шьем. Прошили. Теперь мы вот так вот сделаем окантовочку, выделить верхнюю часть носика. Старайтесь ниточку отрезать, брать побольше, лучше пусть останется. Лишний хвостик, чем не хватит. Вот так вот и выходим вот сюда. Вниз. И делаем такую бороздочку. 1, 2, 3 ряда. Возьмем. Так вот. Вниз полосочку такую. И немножечко ее подберем. Подтянем. Так. Чуть-чуть подтянем. И выделим щечки. Вот так вот. И все. Пускаем сюда. Тут у меня немножко нитки не хватило, я добавила. Вот. Все, связываем кончики. Все вместе. Завязывайте поплотнее, лучше по несколько стяжек. Вот, теперь получился у нас носик. Вот щечки немножко прорисовываются, благодаря тому, что мы здесь стянули. Теперь мы делаем бровки. Для бровок я беру потолще нитку, вот такой же, как и толщина у основной пряжи. Вот. Чтобы не делать несколько
не обшивать несколько раз тонкой ниткой, да, толстой просто один раз пройдемся и все. Ну что, мы выбираем, смотрим, как мы хотим видеть бровки. Если хотим в таком положении, да, вот приложила я, к примеру, вот так. Беру иголочку, ставлю сюда и ставлю сюда, где-то здесь. И смотрю, устраивает? Нет, чуть-чуть. Вот так. И на уровне вот этого глазика, раз, два, у меня здесь. Ставлю сюда иголочку. Там уже откорректируем немножечко. И где-то здесь. Смотрим. Чуть-чуть назад. Вот так, я думаю. Теперь ввожу иголочку сюда вниз, в нижнюю иголу, где у меня игла выходит. Фабер проходит через дырку. Так. Вводим сюда следующую бровку. Вводим. И вставляем сюда. Вот и все. Вот такие вот бровки у нас получились. Связываем тут также ниточки. Сильно не стягиваем бровки, нам не надо сильно, чтобы они стягивались. И будем вязать ушки. Вяжем ушки. Берем иголочки. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Стягиваем. Теперь провязываем столбик, прибавка через раз, столбик. Что-то не выходит. Вставила. Столбик, прибавка. Так мы повторим 3 раза. Столбик, прибавка, второй раз. И столбик, прибавка, третий раз. Третий раз. Третий ряд. Третий ряд мы провязываем 2 столбика и прибавка. Я провязываю столбик, затем прибавка и потом 2 столбика, прибавка, это вторая, и опять 2 столбика и прибавка, это третья и столбик последний. Вначале мы делали еще один столбик, итого 2 столбика получилось у нас между прибавками. Теперь четвертый ряд мы провяжем без изменений 12 столбиков. Вяжем без изменений по кругу. Девятый ряд
5 столбиков и прибавка. Провязываем 5 столбиков, 4, 5 и прибавка. Так вяжем до конца ряда. Так, в 9 ряду у нас получился 21 столбик. Теперь с 10 по 22 ряд вяжем без изменения 21 столбик. По 22 ряд. В 23 ряду делаем 5 столбиков и убавка. Так, я начинаю с 3 столбиков. 2, 3, делаю убавку за передние полупетли. И дальше вяжу 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Вторая убавка. Раз. 2, 3, 4, 5. Третья убавка. Последняя. И 2 столбика. Плюс 3 в начале. 5 столбиков. И последний, 24 ряд, мы провяжем 4 столбика и убавка. Я начну с 1 столбика, затем сделаю убавку, провяжу и провяжу дальше 5, вернее 4 столбика. Раз, 2, 3, 4, убавка. 2, 3, 4, убавка. И последние 2 столбика, вернее 3 столбика. Раз, 2, 3 и 1 столбик в начале, это 4. Все, закончили мы вязать ушко. Делаю соединительную петлю и отрезаю кончик подлиннее для сшивания. Как мы будем сшивать ушко? Мы возьмем его, сложим в 2 раза вместе, вот так вот, сложим и сошьем друг с другом. Вот так вот, туда-обратно. Вот так. Вот такое вот ушечко получилось у нас. Потом находим мы здесь место, как нам удобно. Кто-то может захочет вот так вот пришить, кто-то сверху. Вы выберите для себя, как вам красиво, и пришивайте. Вот я свяжу еще одно ушко и пришью их вот так вот повыше. Вот. Буду вязать дальше.